Приветствую всех на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня будем пристраивать мелкие лоскутики, также небольшие отрезки тканей и в том числе ткани, бывшие в употреблении. Я приготовила квадраты из ненужной ткани, не новой, в качестве основы для будущих блоков. Размер квадратов большой, 29 на 29. Будем шить крейзи блоки. Для центрального лоскута я буду использовать ткань с рисунком. Скорее всего, вот эту. Я вырезаю, например, вот этот рисунок. 5, 6, четырехугольник, в зависимости от того, как это удобно по рисунку. Здесь я сделаю пятиугольник. Пятиугольник я кладу в центр нашей квадратной основы и к нему начинаю притачивать лоскуты. Как правило, я начинаю с более длинной стороны. Это я уже по собственному опыту. Начинаем с мелких полосок, постепенно наращивая размер. Вот следующий лоскуток, я его примериваю, прикладываю и также притачиваю. Для меня в данном случае важна сама идея утилизации накопившихся тканюшек, сотворить нужную утилитарную вещь. Я пришила очередной лоскуточек, и вот эту лишнюю ткань можно срезать. Но я ее срезать не буду, я ее оставлю. Буду готовить блоки, и мне понадобится немало таких блоков. Я пробовала шить без основы крейзи блоки, пробовала шить по бумаге. Но мне больше нравится шить на тканевой основе. И тому есть несколько причин. Вот я подобрала следующий лоскут и также пришью его. Так, вот я пришила. Во-первых, я избавляюсь от ненужных, не новых тканей. Пускаю их на основу. Просто рвать их на тряпки или выбросить большого ума не надо. Да и тряпок хватает, а так они идут в дело. А во-вторых, это дополнительное уплотнение для изделий, таких как наволочки, одеяла, ну и, конечно, коврики, где еще один слой ткани никогда не помешает. Я не люблю много обрезать, но в данном случае это оправдано. Так, примериваемся еще. Ну вот, просто тютелька в тютельку, да? Так, вот так мы и пришьем. Вот, пришила, заутюжила. Дальше обрезаем лишнее. И в-третьих, в таких крейзи-блоках частенько используются различные ткани, в том числе и тонкие, которые просвечивают. И, конечно, белая основа, светлая основа здесь как нельзя кстати. Вот. А шелковые ткани мы, как правило, не знаем, куда их приткнуть, а в крейзи-блоке их можно очень удачно использовать. Ну и последняя причина. Когда используются тонкие ткани, им, конечно же, не помешает плотная основа. Вообще есть некоторые правила при шитье крейзи-блоков. Это направление движения в одну сторону или в другую, то есть вправо или влево. Но ведь вообще это на то и правило, чтобы их нарушать. Шьем, как нам заблагорассудится, потому что тем более, что это крейзи-блоки.
И вот пришит последний уголок. Если у вас, например, случится вот такое, что, как у меня вот здесь, не вошли в размер, то вот таким образом закрыть. Но я еще буду блоки оснаравливать. И, скорее всего, я войду в нужный мне размер. Я нашила достаточное количество блоков, осталось их осноровить, подготовить к дальнейшей работе. А что это будет, я покажу вам в одном из следующих видео. И чтобы не пропустить, нажмите на колокольчик, и вы получите уведомления. Я так поняла, что многие не получают уведомления. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.